Всем привет! Вот и начинается моя новая поездка в Карпаты, в Славское. Были тревожные дни, были сомнения, но все-таки еду и думаю, что все будет хорошо. Конечно, вот одному ехать тревожно, переживаешь, как все получится, потому что самому придется и добраться до отеля, и заселиться там, ну все такое, как бы и организовать еще вдобавок свой отдых хорошо, так чтобы по максимуму впечатлений получить. Вот прибыла уже в Одессу. В Одессе стояла хорошая погодка, 12 градусов. На вокзале толпились много туристов, которые тоже ехали в Карпаты. Наш вагон плацкартный был полностью загружен. И незаметно уже подъезжаем к началу гор. За окном уже проносятся горные речки, проносятся вершинки небольшие, уже снежок появился, потому что в Львове снега не было. Вот уже и Славская. Встречай нас. Так, добралась я к Славскому. Получается, еще до поселения в отель, я так думаю, селят же обычно в 2 часа. Ну, это если повезет, то могут поселить раньше. В общем, чтобы немножко убить время, хожу тут по округе, решила дойти по навигатору к этому лыжному курорту Славское. Вот дошла к речке Опер. В общем, где-то здесь недалеко. Сейчас пойду смотреть. Ну, возле Львова снега вообще не было, а вот тут уже, конечно, снежок. Это радует. Так, прошлась я к этому, типа, лыжный курорт Славское. Там недалеко, надо пройти через мостик и подняться немножко наверх. Ну, как бы указателей там никаких нету, что там это место, просто мне этот навигатор показал. Но я так поняла, там на гору надо было заходить. А так как я еще с вещами, с сумками, поэтому я туда наверх уже не пошла. Сейчас буду идти к отелю. По температуре что могу сказать? Где-то, наверное, ну, около 0 температура. В принципе, я одета нормально. Уезжала из Одессы, было 12 градусов тепла. Здесь, ну, вот лежит снежок. Так что сейчас, в общем, одета в дутики такие. Пуховичок легкий, под низом кофта. Кофта, там свитерочек тонкий тоже. Ну, вот так вот, можно сказать, одета. И оно нормально. В поезде ехала в плацкартном вагоне. Конечно, полки такие твердые, матрасики такие тоненькие. Ну, было тепло, нормально. Так что чуть-чуть поспала, и на том спасибо. Сейчас пойду к отелю, опять же по навигатору. В общем, правильно сделала, наверное, что не взяла чемодана, взяла сумочку. Вон она стоит, сумка и маленький рюкзачок. Так, нормально, сумку на плечо, и не надо вести, потому что действительно мокрый снег. Сейчас покажу. Вот такая кашица. Поэтому тащить чемодан по этой кашице, я думаю, было бы тяжелее. А так сумочку на плечо повесил и пошел. Кто на трансфере будет добираться, тому, конечно, все равно можно с чемоданом ехать. Вообще бы вот что хотела сказать, что ну, вот, когда будете собираться именно в Славское, тут надо определиться именно с отелем, потому что надо выбрать, вот где бы вы хотели жить, или возле подъемников, или где-то так, потому что везде придется добираться. Вещички мои. Везде придется добираться, и тогда придется нанимать УАЗик там какой-то, чтобы возили. В общем, если возле политехника, вот как я выбрала, то где-то там надо искать. Если возле Тростяна, то там отель надо смотреть поблизости.
потому что вот я дошла к этой горке, а уже подниматься на нее не стала, потому что это, ну, тяжело, особенно с вещами. В общем, пойду сейчас, буду уже снимать дорогу, показывать. Вот так вот. Вот здесь парк такой, памятник Тарасу Шевченко. Вечером тут, наверное, подсветочка подсвечивает. Лавочки установлены. Это недалеко от ЖД вокзала, этот парк. Монументы деревянные воинам. И вот такой, как типа молитвенный, такой домик. Кстати, Ощадбанк. Кому надо банкомат или денежки снять. Вот есть. Решила вернуться пока к ЖД вокзалу. Иду по вот такой дорожке. Здесь установлены какие-то непонятные фигурки. Интересно так посмотреть. Домики такие, люди живут. Дошла к какому-то рыночку. Вот тут как круг такой, и здесь люди продают вон подушки, одеяла, вещи всякие. В общем, уже была чуть-чуть заблудилась. Я пошла и перешла через вот тот мост и туда попала. А мне кажется, надо идти вот кому в Калину, то вот тут вдоль речки. В общем, иду. Это значит, я иду по улице, по-моему, Ивана Франка называется. Надо потом еще будет пересмотреть. Вот течет речка, и вдоль нее навигатор мне показывает идти 35 минут. Сейчас посмотрим. Вот это сегодня нагуляюсь. Конечно, горочки в кадре кажутся маленькими, но на самом деле они такие приличные. Может, метров 300. Ну, это пока начало, еще пригорье такое. Красиво дом украшен. Шарики до сих пор висят. Дед Мороз. Да, здесь очень красиво украшают дома. Вообще, когда в такое время, да, цветы, а так сейчас игрушечки. Так, вот иду под мост. Интересно разрисованный. Иду, кстати, в горочку. Нагрузка так уже чувствуется. И на ноги, дыхалочка забивается. Кстати, здесь почищено. В принципе, даже можно тут ехать с чемоданчиком. Я даже не надеялась, но, видите, чистят. Молодцы. Видите, иду совсем одна. Так что, кто боится ездить одной. Ехала в поезде одна. Сейчас вот иду тоже практически одна. Вон такая женщина там впереди прошла. И это, в принципе, не страшно, не знаю. Нормально. Так что думаю, что все будет хорошо. Единственное, эти машины, этот гул. А так
Вообще хорошо все. Перлина Карпат. Это, наверное, отель. И еще плюс ресторан. Вот так. Ну, где-то от вокзала минут 20 он находится, если пешочком. Возле этой перлины Карпат магазинчик, продукты. Может, кому-то что-то надо будет покупать. Вот здесь он есть. Так, и дальше уже очистка закончилась. Наверное, это какой-то крутой тут отель. Вот к нему была почищена дорожка, а дальше уже нет. Так, вот Green Lux. Тоже, я так понимаю, какой-то мини-отель. И тут еще высвечивалось, что есть сауна. Так, я предполагаю, это уже политехник где-то рядом. Вот тут прокаты лыж, всякие маленькие такие магазинчики. Так, идеальне місце для новачків. Витяг для початківців та дітей. Тюбинг, инструктор. Вот. Сюда, наверное, мы и придем. Ну, такая себе горка. Я бы не сказала, что она для новачков. Да, и он написано политехник. Там касса. Здесь я вижу бугельный подъемник. Так, и сейчас, получается, я отхожу чуть-чуть от дороги, по которой шла. Вот как пошла такая уже грунтовочка. А вот отель Сморякова хата. Вот он, получается, прямо возле политеха. Кто любитель кататься на лыжах, это вообще вот будет ходить очень близко. И вот сейчас вот такая дорога. Тут вон какие машины ездят. Чемодан бы тут точно не прошел. Так, вот какой-то отельчик. Сейчас будем ориентироваться, куда нам дальше. Так, опять я заблудилась. Навигатор, конечно, классная вещь. Вот это, я понимаю, называется Лис Микита отель. А я поперлась вот туда наверх с сумкой. Нормально так. Там высота. Там какой-то пансионат. В общем, я так понимаю, надо вон где-то там по тем тропинкам искать дорогу. Ой, в общем, ребяточки, изрядно покружив туда-сюда, вверх-вниз с сумкой, дошла. Уже иду в правильном направлении. В общем, вот рядышком отель, называется Зебрань или Зербань, что-то такое. В общем, он тоже был в предложениях. Неплохой такой тоже отельчик. Вот он. А наш там повыше будет. В общем, еще немножко и дойду. В общем, надо было возле того отеля Лис Микита поворачивать направо. Я так сразу и повернула. А потом почему-то навигатор меня начал куда-то в сторону уводить. Снег мокрый. Уже так немножко даже ноги промочила. Да. Короче, так понимаю, на простой машине в этот отель не заедешь. Тут такая довольно-таки крутая горка. И идти долго от трассы. В общем, кто не любит ходить, то сюда тяжело ему будет добираться. И вот ли проблемы какие-то у человека со здоровьем, тогда надо что-то ближе. Ну тут какой плюс, что потише. Возле трассы там такой гул этих машин, а тут потише. В общем, ребята, оно, конечно, видео не передает, но подъем где-то градусов, не знаю, 30-40.
В общем, не стоит оно того в такие горы лезть. Все-таки пониже надо искать. Ну вот как-то так. Это я еще не дошла. Фу. И вот она, калина. Червона калина. Ой. Вот так он выглядит. Вон надпись. В общем, у кого будет стоять выбор, Зербань это или Зебрань, как она. Она там пониже. Мне кажется, все-таки лучше тот отель выбрать. Он и дешевле в предложениях. Потому что сюда на горку ходить будет очень тяжело. Это вид из моего номера. Такой здесь балкончик. Впереди смерека. Еще одна, березки, качелька. Туда идет возвышение, горочка. И на елке на смереке сидят птички. Но у нас погода сегодня вот такая вот. Тает снежок. Что, конечно, не очень радует. Так, вот такой номер. Честно говоря, немножко в шоке была. Хоть всегда я говорю, что, ну, как бы, не сильно я придираюсь к каким-то вещам. Но просто мы уже были во многих отелях, и есть с чем сравнить. Ну, мебель сделана такими деревянными, как бы, досками. Вот так сделан шкаф. Здесь можно верхнюю одежду повесить. Вешалка для чемоданов и для обуви полка. Так, вот такая вот ванная комната единственная. Сразу этот обдув включается. На потолке плесень есть. Душевая кабинка. Унитаз. Ну, тут, в принципе, чистенько. Как бы из всего номера, ну, ванная комната более всего прилично выглядит. Фена, конечно, нету. 2 каких-то шампунчика положили и 2 мыла. Душ такой вот. Ну, там еще есть полотенцесушитель. Так, значит, вот это вот. Так, если ты приехал, наверное, дополнительно с ребенком, вот такая кровать. Ну, в общем, все, конечно, такое какое-то, как будто вот где-то оно было у кого-то дома, пособирали кому что не надо, старые диваны какие-то, покрывала тоже допотопные, полотенца застиранные, подушки тоже какие-то самые дешевые. Не знаю. Мы вот были недавно в отеле, то постель была очень хорошая, и подушечки, одеяло было. Ну, а здесь вот простынь одного цвета, пододеяльник другого, подушки, наволочки третьего. Вообще для отелей, конечно, это, ну, как бы такое не приветствуется. Ну, также стол. Холодильника в номере нету, есть телевизор. Вот такой большой обогреватель. Пока я дошла до отеля, вся была мокрая, вспотела. Как ни старалась полегче одеваться, все равно. Балкончик вот это то, что есть, радует. И так, что еще в этой тумбочке? Ну, вот тут, наверное, предусматривалось для холодильника место. Ну, вот такое вот зеркало. Еще вот это вот на полу ковровое покрытие, конечно, такое оно потрепанное временем, так сказать. Ну, в общем, я не знаю, зачем в номерах
стелить такое ковровое покрытие уже или какое-то такое серое, чтобы на котором не было ничего видно. А у этого, конечно, вид, как будто оно вот такое не стирано так лет 5. Наверное, моющих пылесосов нету, и поэтому ну, вот такие полотенца. Тоже серые такие все, какие-то застиранные. Короче, вот такое впечатление от номера. Ну, так как приехала любоваться сюда природой, вот окно у меня. Сейчас чуть отдохну и, может, где-то пойду еще посмотрю окрестности, что здесь есть. Ну, что могу сказать? Вот как я еще, когда была в районе ЖД вокзала, это упомянула, что надо вот подумать, где будет находиться ваш отель, чтобы, ну, приблизительно предполагать, вот как вы организуете эти свои дни. Потому что вот уже я как бы немножко неправильно, наверное, поступила, что выбрала именно этот отель. Потому что он находится высоко сильно. И даже до того же политехника, если я туда захочу пойти покататься, ну, в общем, тяжеловато будет, наверное, я так думаю. Ну, может быть, это потому что я с сумкой шла, мне так показалось тяжело. А завтра будет немножко все по-другому, посмотрю. Значит, еще, конечно, вот минус такого отдыха, когда ты сам себе придумываешь вот куда-то поехать, то, что ты не знаешь, как распланировать эти свои дни. Если ты поедешь с какими-то организаторами, вот как я, например, ездила в мае, там уже у нас были заказаны джипы, которые нас возили по всем там, по горам, по экскурсиям, куда там нам надо, они везде нас везли. Все 3 дня они нас катали. А тут вот надо с кем-то договариваться, и постоянно, если ты будешь то с тем там договариваться, я думаю, тебе это недешево обойдется. А так как, ну, вот приезжаешь на 2 дня, как бы и не хочется там большие какие-то суммы тратить. Посмотрим, как, я не знаю. На политехнике тоже я посмотрела, как бы для меня там горка не сказать, чтобы учебная. Может, там какие-то другие места есть, где еще можно покататься. Ну, даже не знаю и сказать, чтобы желание такого сильно было, то нет. Больше хотелось как-то, ну, такого релакса, можно сказать. Посмотрим, что будет. Может быть, просто буду отдыхать эти дни. Может, поеду куда-то на экскурсию. Может быть, все-таки попробую покататься на лыжах. Не знаю. Ну, вот если кто-то будет брать по купона там или выбирать между Колыной, там, например, или тем отелем, которые там пониже есть, там Лыс Микита, по-моему, был пониже, вот лучше берите те, потому что это проблематично, если отель вот так на горе. Ну, тут еще где-то есть какой-то панорамный ресторан, не знаю. Может быть, вот сейчас чуть-чуть отдохну, пойду туда схожу, посмотрю, что там за панорамный ресторан. Ну, вообще, так, посмотрела, конечно, не сказать, чтобы отель такой суперский. Мы видели немножко, конечно, получше отели. Ну, если уже вы организовываете, чуть-чуть, конечно, надо вкладываться, хотя бы там в это же постельное белье, в какие-то покрывала, это же не такие большие там затраты. А не взял там где-то у бабушки старое какое-то постелил в отеле. Не знаю, вот так, пока такие впечатления, может быть, они будут меняться. Так, живу я в номере 23 на 2-м этаже. Здесь вот такой диванчик. Такие постройки. Вот вид. Тут еще, получается, и 3-й этаж есть. Вот так выглядит
отельчик с этой стороны. Конечно, страшно сейчас тут ходить. Такие льдины. Ладно, пока не буду. Там качели есть. Вон, какой лед висит. Все как-то, не знаю. Мы были в Татарове, там, конечно, такое все сруб, такое все красивое сделано. Тут все как-то дешево, так, как будто из того, что было. Вот эти старые качели, какие-то старые беседки. Можно подумать, что осталось от какого-то санатория. Это все. Да, такое себе зрелище. Вот так балкончики. Вон эти машины не прекращают. Вон там мой номер, вот это крайнее окно. Я вышла из номера прогуляться. Хочу дойти к тому панорамному ресторану. Вот в округе такие пейзажи у нас. Люди только что с нашего отеля на джипах куда-то уехали. Вот так тут только можно, потому что ногами не сильно ты тут куда-то дойдешь, походишь. Да, сегодня немножко, конечно, затянуто. Ну ничего. На конец субботы, во второй половине дня и на воскресенье обещают уже солнышко, морозец. Так что все вот это вот откроется. И будет красивый вид, наверное. Вот так заготавливают сено на зиму. Там, наверное, есть какие-то животные, возможно, кони, коровы. Да, вот так гуляю одна среди гор. Такой пейзажик у нас. Напишите в комментариях, нравится вам. Как вы думаете, вот мне одной здесь хорошо или страшно, или тревожно? Я не знаю. Такого страха, в принципе, нету. Хоть я вот тут, ну вот вообще одна. Ни одного человека в округе. Кстати, вон солнышко начало проглядывать. Короче, я шла по навигатору. И дошла до какого-то поворота. Там дорога не почищена. В общем, я по ней уже не пошла вверх. Опять же, чтобы дойти до этого ресторана панорамного, нету ни указателей, ни дороги прочищенной. Идешь, вот сначала вот такая дорожка, а потом все, куда-то поворачивай, непонятно куда. А там уже как людские дома. Можно там ходить, нельзя. Еще где-то будешь идти, собака на тебя нападет. Ну, вот так. И, в принципе, тут как бы и пойти некуда, чтобы погулять. Такое место своеобразное. С одной, конечно, стороны хорошо, природа. Просто ходи, дыши, наслаждайся видом. Ну, в принципе, тут и ходить толком некуда. Тут рядышком с нашим отелем какой-то типа как лесочек. Если так в сторону налево повернуть. Сейчас иду по тропиночке, здесь гуляю. Какие-то следы. Такие интересные. Хоть бы не волчьи. А то как-то страшновато. Ой. Ну, тут, смотрю, люди ходят.
тропинка протоптана. Вот такой вот пейзажик. Не сказать, чтоб обалденный, но все равно лес, березки, смереки. Как-то так. Так выглядит отельчик. Ну, вот опять дорожка туда наверх. Так, я, честно говоря, не поняла, где тут у них вход центральный. Мужик мне сказал, то ли с обратной стороны, то ли вот это вот. Не пойми, где. Ресепшн где. Ничего как-то здесь непонятно. Ой. Ну, территории практически нету. Обычно в таких отелях устанавливают какие-то панорамные качельки, беседки. Тут вот даже негде не посидеть, ничего. Такое что-то. Так выглядит ресепшн, еле его нашла. Ага. Вот он что сказал, тут центральный вход. Прошлась я и еще больше убеждаюсь, конечно, неправильно выбрала сам отель. Пойти здесь толком некуда. Хотела дойти до этого панорамного ресторана. Шла, дорожка почищенная, как бы такая, типа плиточная, закончилась. И там какая-то тропинка была между домов. Мне навигатор показывает, иди туда. Ну, как бы идти там чужие дома, не знаю, как-то стрёмно. Отель тоже. Такая постройка странная вообще. Вышла, сначала искала ресепшн. Нашла ресепшн, на ресепшене никого нету, чтобы, ну, вообще спросить, куда здесь можно пойти, вообще чем заняться, там, ну, сколько там, что стоит. Ой, короче говоря, потом не могла найти, где эта лестница, чтобы ко мне на этаж зайти. В общем, какое-то все очень странное. Я немножко в шоке. Ну, не знаю, надеюсь, разберусь. И как завтра теперь что-то спланировать. В общем, сегодня уже день в никуда. Буду сейчас отдыхать, видео на ютубе смотреть. Ждать ужина и все. Все, я не знаю. А завтра, ну, только пойти на этот политехник. А если кататься вдруг на лыжах не смогу, то потом куда идти? Вообще не представляю. Да, шок, конечно. Шок-контент. Приехала. Ой, ну ничего, надеюсь, может, у кого-то что-то расспрошу. Видела, там компания с детьми уехала только что на 2 джипах. Куда они поехали, кто его знает. Все. Короче, людей в округе нету. Да, место, конечно, странное. Ничего, буду разбираться. Коротаю время. Хорошо, что с собой взяла напиток кое-какой. И поэтому мне сейчас немножко веселей. Жду ужина. Больше заняться нечем. Сейчас буду монтировать какой-нибудь ролик. В следующем выпуске смотрите 2-й день моего пребывания в отеле и мои приключения в этот день. Всем пока!